Здравствуйте, друзья! Меня зовут Настя Лосева, и вы на канале Рецепт вкусной жизни. У нас сегодня первые посевы долгожданные в нашей теплице. Сегодня 8 марта, и я решила вот таким образом отметить этот праздник. Я, с вашего позволения, одену очки, потому что просто невозможно. Здесь очень жарко, сейчас здесь 40 градусов. В прошлый раз я показывала, как мы подготовили эту теплицу к посевам. Мы полили всю поверхность грядок и закрыли их вот таким белым укрывным материалом. Мы будем сеять холодостойкие культуры, в принципе, которым похолодание не очень существенно. Сегодня я вам расскажу про то, какие культуры мы сегодня, завтра, послезавтра, весь март можем посеять и собрать урожай до высадки сюда основных культур. Также я обязательно сегодня сделаю ролик вам про уплотняющие посадки в своей теплице, как я это делаю, потому что у меня резко поменялись планы, и я все-таки решила просто по максимуму. Если я сначала думала, что не буду загружать сильно теплицу, все так нагромождать, то теперь я просто хочу по максимуму ее засадить, чтобы получить максимальный урожай вот с этой вот площади. Во всем тоже будут ролики, поэтому если вас интересует эта тема, подписывайтесь. Также я буду делать ролики по конкретным культурам, и зеленым культурам, салатам, и укроп. Редис точно не стрелкуется, во всяком случае тот, который я вам сейчас, о котором расскажу. Если вы его высадите вот в такие холодные условия, никакой стрелки не будет. Вы получите прекрасный урожай с крупным редисом. И потом я его заготавливаю еще весь июнь. Мы кушаем редис, который вырос вот здесь вот у меня в теплице. Ну и, конечно, посадим с вами еще сегодня лучок на зелень. Вот такой я купила. Тоже вам расскажу мой опыт. Я давно уже выращиваю, все посчитала, измерила, и скажу вам, какой лук более выгодно сажать на зелень, на перо. Итак, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Сегодня будет интересно. Начинаем работу в нашей теплице. Вот весь ассортимент редиса, который я сегодня буду сеять. Значит, смотрите, сразу хочу вам сказать, что для получения первого урожая в теплице вот этих зеленых культур все культуры ранние либо среднеспелые сорта, чтобы успеть их собрать до того, как мы высаживаем культуры. Среднеспелые сорта мы сажаем по краю, либо там, где они не будут нам мешать, чтобы потом высаживать основные культуры. А ранние сорта и гибриды мы можем сажать прям вот на всю грядку, это будем делать. Все прям сплошняком я буду засаживать редисом. И к середине апреля мы весь этот урожай соберем. Итак, про редис мы сегодня с вами поговорили вкратце. Будет отдельный ролик еще. Я просто вам сейчас показала, какие сорта и гибриды я сажаю. Обязательно поговорим, сделаю ролик, почему те или иные сорта мне нравятся. Что еще сегодня мы будем сажать в нашей теплице? Обязательно в теплице я высаживаю кориандр, даже несколько буду пакетиков. Он очень хорошо всходит и прекрасно растет. Если даже вы его не собираете, потом как рассаду можно перенести на грядку. Посмотрите, вот такая горчица. Она до высадки основного урожая даже успевает дать семена, поэтому вот прекрасно можно ее высаживать. Что касается укропа, я предпочитаю кустовые сорта укропа, высаживаю просто сплошняком, и потом, если он успевает хорошо нарасти, потому что я высаживаю на месте, где у меня будет перец, и баклажаны в теплице в этом году я не буду сажать. Но вот в прошлом году укроп сажала там, где у меня баклажаны росли. Их чуть позже высаживаем, поэтому он прекрасно успеет вырасти. А потом этот укроп я использую как рассаду для высадки на грядку. Так, что касается шпинаты, обязательно высаживаю. Успевают они здесь. Мы соберем полностью урожай. Что-то пойдет как
рассада на грядке потом, остальное все соберем. Обязательно рукколу. Руккола может быть разных вкусов, выбирайте, какая вам нравится. Китайская капуста пак чой обязательно высаживаю каждый год. Ну и салаты будут в ассортименте. Конечно, желательно брать ранние сорта. Вот посмотрите, вот этот кудрявец, есть кудрявец одесский, есть ранний парниковый салат, вот московский парниковый салат, вот такая вот изумрудный узор будем высаживать. Это все на потребление, а салат кочанный я здесь буду сеять для рассады. И еще, конечно, лук. Лук сажаю мостовым способом. Тоже вам сейчас все расскажу. Значит, насчет лука. Я беру вот такой лук обычный, который продают на базарах у нас частники. Лук, ну, где-то с грецкий орех. Вот с него получается самый лучший лук на зелень. И высаживаю мостовым способом. Теперь, что касается расположения в теплице на грядках. Смотрите, самая средняя грядка у нас, она, естественно, будет самая теплая, потому что у нее нет доступа холодного воздуха, и наоборот в проходах скапливается теплый воздух, поэтому даже стенки этой грядки, они подогреваются. Всю площадь вот эту в дальнем углу я буду сажать лук на зелень. Дальше пойдет у меня редис. В самом торце, вот там, где у меня идет поперек грядка, я буду высевать там укроп, потому что там у меня потом будут расти перцы, а их я высаживаю позже, и поэтому укроп полностью мне отдаст урожай. Вот эта грядка у меня южная, но все равно от стенки здесь немножко идет прохлада. Значит, у самой стенки вдоль я высажу одну строчку морковки. Я так всегда делаю. Эта морковка у меня пойдет на ранний урожай, и к июню месяцу мы ее соберем как раннюю морковочку, которая у нас на рынках стоит бешеных денег, а у нас она будет расти здесь. Вот прям одну строчку сделаю вдоль всей теплицы 8 метров. Все остальное я потом засажу также редисом. И также редисом я буду засеивать вот эту грядку. Вот на этой грядке, сразу скажу, если мы засеем все в одно время, взойдет позже. Она у меня северная и самая холодная. Поэтому я ее все равно засею, и здесь будет чуть позже урожай. Ну а вот здесь вот, где у меня сейчас разложены все семена, здесь будут руккола, шпинат и различные салаты. Вот температура какая сейчас, видите? Больше 40 градусов на грядке лежит. Земля действительно теплая, она влажная. И сейчас мы все сюда посеем, и еще раз я пролью и закрою укрывным материалом. Итак, друзья, сеем с вами редис. Посмотрите, я сделала бороздки. Не глубокие, буквально 1 сантиметр глубиной. Теперь эти бороздки я обязательно прохожу вот так тыльной стороной руки, чтобы утрамбовать их, для того, чтобы не провалились мои семена. Вот так прохожу, потому что почва очень рыхлая у меня, и может так случиться, что семена глубоко провалятся, и затем им сложно будет взойти. Когда мы сажаем на ранний урожай редис, то, конечно, не надо его сильно заглублять, он и так прекрасно взойдет. Дальше я начинаю посев вот с этого, с 18 дней, ажур и краснодарское дуро. Вырастить крупный редис, не нужно его загущать, редис не любит загущение. Между бороздками я делаю расстояние в 10 сантиметров. Ну вот смотрите, вот у меня расстояние, вот это как пакетик между бороздками редиса. А между самими редисами где-то 2-3 сантиметра буду делать, раскладывать семена именно так. Так, давайте начнем с 18-дневного. Так, ну как видите, я делаю все руками, без перчаток, я так люблю. Можете взять досточку, с досточкой пройтись вот здесь вот. Ну вот я делаю как удобно. Посмотрите, 18 дней редис. Вот такой он крупный,
хорошие семена, без всякого мусора. И беру, начинаю раскладывать по одному семечку. Раз, 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 раз. Если вы не уверены в схожести своих семян, то, конечно же, можно чуть-чуть погуще сажать. Но я сажаю уже не первый год этот редис. Все прекрасно зайдет. Вот, посмотрите, разложены семена. Вот, вот, вот. И то же самое здесь. Вот семечко, вот семечко, вот семечко. Хочу вам показать семена редиса Сора. Посмотрите, они всегда очень хорошего качества. Но в частности у меня сейчас производитель Аэлита. Но неважно, вот почему-то, видимо, производители, которые делают их, всегда они в обработке. Вот такие вот крупные, без всякого мусора. Мы сегодня с вами будем сеять вот этот укроп, аллигатор. Будем сеять вот сюда, в торец теплицы. Здесь у меня лучок посажен, сейчас мы будем поливать. Значит, что я делаю для посадки укропа? Здесь у меня закопаны органические остатки. Я сейчас немножко подрыхлила почву. На вот эту сухую почву я сейчас насыплю семена укропа и потом просто их полью. Заглублять я ничего не буду. И сверху накрою укрывным материалом. Зачем мы укрываем укрывным материалом? Во-первых, чтобы было, конечно, теплее. Это сейчас самое первое. Ну а во-вторых, чтобы сохранить влагу для всхожести семян, особенно укропов, салатов, да вообще и всех. Нужна влажная среда, очень влажная земля. Вот здесь у меня посеян шпинат. Вот эти красные семена — это шпинат. Здесь белые семена шпината. Здесь посеян редис Сора. Вот они зелененькие. Разложила, как и говорила, на расстоянии 3 сантиметров. Дальше салат сею густо, потому что мы его будем вот так вот есть. Здесь один вид салата, здесь черные семена, поэтому их не видно. Вот грядочка центральная у меня вся засеяна. Я сейчас ее сначала полью, а потом все, что не прикопается землей в процессе полива, немножко заглублю, но не сильно. Может быть, полива будет достаточно, потому что сейчас, когда холодная атмосфера, мы не можем сильно глубоко закапывать семена, потому что все тепло на поверхности земли. Вот укроп. И прямо из пачки вот так вот рассыпаю его. И землей он нормально прибьется к поверхности. Все. И будет у нас свежий укропчик. Все. Для укропа очень важна влага и очень важна питательная почва. Друзья мои, ну что, я, наверное, на этом с вами попрощаюсь. Посмотрите, вот мы эту центральную грядку сейчас с вами засеяли. Я показала, что мы посадили. Это салаты ранее, это шпинат, кориандр. А в самом конце я посеяла укроп. И вот здесь вот это лучок на зелень. Вот такие вот посадки лука я буду делать еще несколько раз с интервалами в неделю в разных местах, чтобы у меня лук был до того, как начнет расти мой батун на улице. И сейчас я все это пролила, заглублю в тех местах, где не заглубилась при помощи воды, и накрою белым укрывным материалом. И все, оставляем на прорастание. В теплице ужасная жара, я уже тут загорела хорошо. Самое главное, накрываем для того, чтобы было тепло и для того, чтобы сохранялась влага для прорастания семян. Там, где мы посеяли укроп, тоже обязательно нужно накрыть, потому что укропу нужна влага для всхожести. Ну, я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал, давайте выращивать огород вместе. Напомню, что моя теплица и мой огород вообще находятся в городе Владивостоке. И вот наши первые посевы. Я желаю вам хороших урожаев. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал.